Подорожник принадлежит к роду однолетних и многолетних трав семейства подорожниковые. Насчитывает более 200 видов. Корневище короткое, листья черешковые, цветки мелкие, собранные в густой колос. Плод многосемянная коробочка. Распространен по всему земному шару. Очень распространенное и всем известное растение. Любит расти возле дорог, так как семена разносятся по всем дорогам. Еще в древние времена заметили, что он хорошо заживляет раны. Один странник шел по дороге и решил отдохнуть. Во время отдыха он заметил, что на дороге лежат на солнышке и греются две змеи. По дороге ехала карета, одна змея успела отползти, а другая нет, и попала под карету. Вторая змея куда-то отползла и вернулась с листочком подорожника во рту, который положила на рану раненой змее. Вторая змея быстро ожила и отползла от дороги. Так путник заметил, что подорожник обладает свойством быстрого заживления ран. Целебные свойства подорожника известны более 5000 лет. В некоторых европейских странах подорожник используют как овощное растение и готовят из него витаминные салаты. Насморк, хронический бронхит, туберкулез, язвенная болезнь, гастрит, колит – все это лечит подорожник. Подорожник используется как в официальной, так и в народной медицине. Из него готовят лекарственные препараты, также применяется сок подорожника. Используется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при заболеваниях легких, обладает хорошим ранозаживляющим действием, используется при язвенной болезни, при гастритах с пониженной и повышенной кислотностью. Применяется при колитах, при насморке, простудных заболеваниях, бронхите, пневмонии. Хорошо разжижает слизь и выводит мокроту. Способствует очищению бронхов. У подорожника целебными являются листья, семена, колоски и корни. Семена подорожника заваривают при желудочно-кишечных заболеваниях. Такой отвар предохраняет слизистую желудка от токсинов. Корни подорожника используются в онкологии, листья подорожника быстро заживляют раны и вытягивают из окружающих тканей гной. Также листья подорожника используются при укусах комаров и других насекомых. Для заготовки подорожника срезаем листья ножницами. Собирать его лучше в сухую солнечную погоду в первой половине дня. С мая по июль зеленые листья, а в августе семена. Собранный подорожник измельчаем и раскладываем на просушку ровным слоем. Сушим его в проветриваемом помещении без доступа солнца. Высушенную траву необходимо хранить в мешочках из полотна. Лекарство от кашля. Берем 2 столовые ложки измельченных листьев подорожника и заливаем 1 стаканом кипятка. Накрываем и даем настояться, после чего процеживаем через сито. Принимать необходимо по полстакана в теплом виде 4-5 раз в день. Будьте здоровы!